Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события июня. События будущего. И я хочу вас поблагодарить за ваши теплые, добрые комментарии, за то, что вы искренне описываете свои ситуации. Я могу ориентироваться, насколько откликаются в вашей душе, в вашей жизни наши расклады, а также за вашу поддержку, что смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь, первый месяц лета, и доброе небо июня все же требует от нас терпения. Хорошо пробовать что-то новое или словно примерять на себя. Годится, не годится, буду я это продолжать или нет. Через опыт, может быть, первых шагов нам приходит понимание, нужно это продолжать или нет. Научиться смотреть далеко вперед, изменить где-то и образ мышления, или решиться на что-то окончательно. Самое главное, в июне категорически запрещается волноваться по пустякам или строить вокруг себя невидимые заборы, барьеры. Не лишайте себя радости, мои дорогие скорпионы. Отпускайте то, что вас может раздражать. Будьте милосердны к самим себе, ведь все мы будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры, как и до конца 2025 года, а я бы сказала в 2026. Ведь год мудрости, будем говорить так, это год змеи 2025, а вот 2026 это год огненной лошади по китайскому календарю. И здесь могут быть такие повороты событий или информации, к чему мы, где-то даже или не ожидали, или не предполагали, что нам придется адаптироваться. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Есть разные статьи, как и астрологические прогнозы. Кстати, по китайской астрологии, по тотемам, так и на июнь, так и до конца 2025 года. Перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. Но мы с вами идем вперед. И события ближайшего будущего, ближайшего времени. Июнь уже у нас начался, но что же прояснится, с чем это будет связано? Давайте узнаем. Какие события? И если посторонние шумы есть в моем видео, соседи, ремонт, я на это не влияю, прошу быть снисходительными. Какие же энергии, с чем будет связано? А вот смотрите, якорь. Тут как будто все равно, все Скорпион контролирует. Абсолютно. Что бы тут ни приходило, ваша уверенность, уверенность в собственных силах, или наоборот, что-то проясняется и придает вот этой самой уверенности. Что нам еще раскроют карты? Любовь, мои дорогие, личная жизнь точно не на последнем месте. И это как даже для людей семейных, как нежность чувств, да, словно открываем друг друга заново. Ну, согласие, понятно. Когда важны разговоры, вот в таких добрых энергиях мы можем провести, глядя друг другу в глаза. Но я и не исключаю, что у кого-то это может быть и новая встреча, или желание любви. Вы сами будете более открыты контактам. И так тоже может быть. И радость, посмотрите. Правда, радость, уверенность, радость, любовь. Что может быть лучше? Доброе время июня для нас дает возможность даже не только отдохнуть, а может быть обустроить свой быт. Смотрите, а ведь у кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, вопрос о свадьбе будет, ну, понятно, не для всех. Для кого это актуально? Или мы говорим, к чему все идет? Вот если ваши отношения шаг за шагом шли к тому, что, ну, теперь настала пора оформить их, да, заключить уже документальный союз, потому что кольцо в этом пасьянсе и венок – это как свадьба. Вот есть и такое значение. Просто у кого-то, будем реалистами, это будет как прочный союз, или пусть это даже выражается по работе, да. Есть та персона, которой вы можете доверять, на кого вы можете опереться, кто вам оказывает содействие. И какая-то радость. Посмотрите, правда, доброе небо июня пытается убрать всю сумятицу из вашей жизни и добавить наоборот, чего-то позитивного, доброго, радостного.
Кто-то может заняться и ремонтом, потому что костер это как домашний очаг. Это и наши домочадцы, взаимоотношения, контакты с близкими. Ну и буквально, может быть, благоустраиваете свое жилище. Здесь может быть, вот смотрите, месяц – это не есть конкретика, это наши сомнения. Поэтому можем мы сомневаться, увы, но, значит, примите во внимание, что нужно быть реалистом. Здесь, что бы вы ни слышали, а я вот вам скажу, вы можете услышать информацию, выпадает вам колокол. И это правда, та новость, которую мы слышим, и она нас как обезоруживает на первое время. Мы не знаем, как к этому относиться или что вообще предпринять. Но вот примите во внимание, что это лишь ваши сомнения. Давайте посмотрим, что у нас еще. Здесь могут быть сомнения, вот я вам скажу, может быть даже совершенно напрасные, потому что выпадает, я уже не переворачиваю, колокол, да, вот если вот в этих двух картах, и рядом нам показывают лицо в виде цыганки, поэтому, наверное, цыганский пасьянс. Но цыганам не имеет отношения, просто так задумано автором этому пасьянсу около 40 лет, представляете, как долго. Так вот, имеется в виду тот, кого мы не знаем хорошо. И вот как будто от человека, которого вы не знаете хорошо, или вы предполагаете, что вы все уже знаете о нем, все там просчитали, а карты нам говорят, нет, ты просто тут дели надвое, как минимум, все то, что ты видишь, все то, что ты слышишь. И даже если тебе словно сорока на хвосте принесла, от какого-то, ну, малоизученного вами человека, персоны приходит какое-то сообщение, вы можете где-то засомневаться, а я могу предположить, что это не имеет какого-то глобального либо значения, либо истина где-то рядом, мои дорогие скорпионы. Но, может быть, глядя на вас, на ваш довольный вид или что-то у вас получается, кому-то от этого не спится спокойно. И иногда такие люди в нашем окружении бывают. Они стремятся внести свою ложку дегтя в нашу бочку с медом. Ну вот есть что-то, но тем не менее это не есть, что вас ставит на самом деле в тупик или означает какое-то непреодолимое препятствие. И пока я с вами говорю, в нашей колоде, точнее в нашем пасьянсе, мы можем сложить крайние ряды, если совпадают как по горизонтали, так и по вертикали. И вот я теперь смотрю, что же у вас еще совпало. Надо сказать, что я и не вижу ничего. Да, совпадений нет, поэтому пойдем с вами дальше. И если мы задали тему видео, что прояснится, давайте узнаем, что же прояснится или в какой сфере жизни. Может быть и правда какая-то истина вами самими будет как разгаданная тайна или какая-то загадка. И те вещи, которые происходили прежде, теперь с большим пониманием. Я такого тоже не исключаю. Итак, что прояснится? Следующая карта неожиданности. Добрые события, что вас приятно удивит или что вас будет радовать? И к чему все это идет? Зачем вот это все было нужно? Или какие-то пережитые моменты, или та ситуация в жизни, которая складывалась. И мы посмотрим по основным сферам жизни, как вот этот момент или этот период, вот с чем он будет связан. Здесь ведь у каждого это может произойти буквально, ну, может быть и завтра, послезавтра, может быть и в конце июня. А иногда мне пишут, что а у меня это уже произошло, все-таки будем реалистами. Так вот, первая сфера жизни – дела, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба. Сфера финансов – деньги, что при этом с деньгами, и личная жизнь. Будем узнавать, что же там проясняется. Но вот по Луне 1000 неопределенностей. И слушайте свою интуицию, безусловно, об этом нам говорит карта. И ваша интуиция вам дает правильные подсказки. Что проясняется? А вы просто, знаете как, увеличиваете собственное самодоверие. И, видимо, будут такие метаморфозы, когда вы придете к выводу, ну надо же, а ведь я об этом думала. Или а я ведь так и предполагал. И это все способствует формированию нашей самодостаточности. Вот какие-то 1000 неопределенностей. А мы с вами живем сейчас, пожалуй, в то время, когда адаптироваться, я говорила, придется. И вот нужно к чему-то вам адаптироваться, как будто не рубить с плеча, потому что еще пока мы не знаем наперед, как разовьются события, и
Оглядываясь, если назад, мы видим, что ведь и правда. Если мы о чем-то прежде думали, а вот сейчас события складываются именно в этом ключе или в этом русле. И это еще не конечная точка нашего маршрута. Карта говорит, еще до конца что-то не проясняется, какое-то продолжение следует, но выглянет солнце и все встанет на свои места. Здесь могут быть какие-то вопросы, когда вы совершили какую-то ошибку. Может быть, по наитию. Может быть, когда вы о ком-то думали лучше, чем положено. У кого-то иногда эта карта будет говорить о личной жизни. Вот со знаком плюс Луна– это эмпатия. Это, и, кстати, месяц июнь личной жизни как будто более посвящен. Это, правда, добрая энергия. И вы здесь проясняете что-то по личной жизни. Буду я с этим человеком или нет? А хочу ли я? Вот такие вопросы. Карта где-то и предупреждает, не стремись быть в толпе, не стремись в июне быть в центре внимания. Твоя задача словно руководить из тени и допускать, что в дальнейшем будет еще какое-то развитие. И пока это вот, как я сказала, еще не конечный пункт. Ты еще что-то узнаешь. Но еще и про толпу есть такое выражение «меня несет толпа». Мы собой не управляем. Берегите себя, избегайте, даже если случайно вы оказываетесь в толпе. Мои дорогие скорпионы, по этой карте мы можем где-то и тоже совершить оплошность, но это не есть что-то глобальное. Но а зачем она нам? Поэтому интуиция вас буквально бережет. Но со знаком плюс, когда я так вижу, личной жизни самое время уделить внимание. Неожиданность. 13-й старший аркан. Вот два, посмотрите, старших аркана. И если мы соединим, это то, что вас мучило, это то, что вам придавало сомнения, теперь, скорее всего, не просто проясняется. Пусть это будет какая-то одна маленькая деталь, но, видимо, это как тот пазл, который долгое время не складывался в вашей жизни, а тут все сложится, и словно вы что-то отпускаете. Это карта перерождения, так и прописано, карта трансформации в неожиданностях. Действительно, от каких-то ваших решений происходят трансформационные процессы в вашей жизни. И это очень добрая карта, словно на восходе звезда. Нового качества жизни, новых возможностей. Нас тут ничего не ранит, что-то завершилось, и это своего рода не просто перерождение, а это как освобождение из каких-то пут, из какого-то гнета, когда прежняя ситуация, которая была запутанная, тысячи неопределенностей, вот как по Луне, и вот теперь это разрешается, может быть и так. И вполне вероятно, это какая-то личная история, длится. Или личная история, я не имею в виду личная история любви, а именно тот вопрос, который вас именно беспокоил или волновал, мои дорогие, неожиданно может завершиться. Может быть, где-то и даже с теми моментами, когда вам придется те или иные вопросы не отложить на потом, а словно вписаться в какой-то узкий фарватер возможностей, дабы поставить в чем-то точку. И я такое тоже могу предположить. Есть у вас те люди, которые словно с вами заодно, те, которые за вас переживают, но к развязке какая-то история идет и, может быть, словно неожиданно убыстряется. Хотя Луна не говорит о скорости. Ну, давайте мы посмотрим и дальше, но тем не менее, шаг за шагом что-то у вас заканчивается. И это как новое качество жизни на пороге. Точно, мои дорогие, все то, что я сказала. И это то, что вас радует, добрые события. Что вас приятно удивит? Победа, какая-то победа. Дела, работа, бизнес, документы, учеба. Но карта говорит, да, уже успех будет, что-то у тебя получается, но ты пока не можешь ослабить хватку. Хватку имеется в виду не то, что ты буквально там пытаешься что-то форсировать или словно кого-то за горло берешь, да? Нет, имеется в виду по отношению к самому себе вот эта карта. Потому что эту победу нельзя упустить. Рано расслабляться, вот о чем говорит карта. Как только ты расслабился и думаешь, что ну все, уже точка поставлена. Вот с этого момента может все пойти наперекосяк. Поэтому вам нужно все контролировать и слушать свою интуицию. Но словно высшие силы вам помогают. К чему же это все идет? А вы себя научитесь беречь как-то по-другому. 4 пентаклей, карта жадины. К чему все идет? Значит,
Может быть, прежние ситуации, когда вы в чем-то участвовали, вы пересмотрите вверху аркан Луна и примите решение, а нет, вот есть некоторые события, некоторые темы, некоторое мое участие, которое, возможно, было прежде, а теперь все, закрытый путь, я туда не пойду. Правда, тут что-то будет завершаться, вы сами от чего-то будете отказываться, пересматривать. Это может касаться вопросов, кстати, и финансов тоже, все-таки четверка пентаклей. Где-то вот эта ваша ресурсность, не случайно победа, она должна быть сохранена. Карта дополняет все то, что я сказала по шестерке жезлов, карты победителя. Себя самого научиться сохранять. Или вот эта хватка, которая мы не ослабляем по отношению к самим себе. Одним словом, к чему все идет. Вот в этих энергиях нужно оставаться. И даже если был какой-то печальный опыт, но значит он нас сделал сильнее, более вдумчивыми. Вы люди сильные. И можно Скорпиона, если так надавить на благородство, к примеру, и организовать, возможно, или призвать, возможно, к какому-то делу. И вполне вероятно, из добрых побуждений, как по Хирону, да, у меня, кстати, есть статья, как это проигрывается. У нас пока Хирон в Овне, и мы можем так прочувствовать, что это ведь символ израненного целителя. Мы, правда, включились в какое-то дело или вопрос, которое нам совершенно не нужно. Или когда мы из добрых, опять же, побуждений что-то осуществляли, участвовали в жизни кого-то, а на самом деле не всегда наши добрые намерения получают такое же доброе продолжение, когда это зависит уже не от нас, а от людей. Пересматривать вы будете взаимоотношения или, может быть, словно причесывать свое окружение, с кем вы хотите продолжать контакты, а с кем нет. И это тоже все вас сохраняет. Дело работы, бизнес. Ну, правда, какая-то перезагрузка. И шестерка мечей нам говорит о том, что у вас новый путь. Это карта заслуженного успеха, и это тот успех, который не буквально завтра приходит, а когда нам нужно приложить усилия. Вот по вашей работе, по вашей занятости, может быть и бизнес, вы реструктурируете, может быть вы что-то изучаете или намереваетесь совершить переезд куда-то далеко, готовите документы или собираете информацию, как это осуществить. Но мы словно отплываем вот на этой лодочке от безжизненного берега, имеется в виду там какая-то пустыня, и в классических колодах Таро так оно часто и демонстрируется. Нам нужно на что-то решиться, нужно мужество. Искусство первого шага. Но то, что перед нами открывается, оно уже не пустыня. Мы ищем новые берега, новые возможности для самовыражения, может быть, собственных талантов. И для кого-то это может ознаменоваться как изучение новых каких-то прикладных наук, получение знаний, когда вы захотите работать посредством интернет или новые технологии начнете изучать, цифровые, нейросети. Но это к тому, вы можете еще что-то другое изучать. Вы хотите, к примеру, работать из любой точки мира или дополнительный доход. И вас на этом поприще, вот выбор как будто нужно будет делать и отправиться уже какие-то выводы и приступить, может быть, первые шаги, я говорила еще до видео, через пробу, да, мы как будто примеряем на себя, вот и вы можете примерять какие-то новые направления, в которых вас ждет успех. И значит, здесь это ведь карта мужества и рационализма, когда мы готовы пройти в одиночку какой-то путь, но успех, он абсолютно точно будет. И что же у нас по финансам? Шестерка чаш. Вообще, любая 6 – это победа, а у вас 3. Шестерка жезлов, дела, работа, бизнес, если мы говорим жезлы. Шестерка мечей – это интеллект, это рационализм. Ну, где-то это наши новые планы, уже построение как уже какого-то новой концепции нашей жизни, какие-то согласования в высоких инстанциях, или, как я говорила, учеба. А шестерка чаш – это личная жизнь, эмпатия. И здесь, в этой колоде, посмотрите, дружба. Может быть, и есть тот человек, который вас поддерживает и буквально материально. Может быть, это и к вам кто-то обратится за поддержкой. Но все же по шестерке мечей, хоть и говорят, это карта ностальгии, я вижу взаимодействие, к примеру, с теми партнерами, по крайней мере, может быть, и у кого-то это будет касаться
конкретно организация, вы в которой работаете, и это конкретный человек, который вам помогает, допустим, построить карьеру или провести какие-то согласования вы можете, к примеру, которые касаются финансов, может быть, и в банках, может быть, и в налоговых, да, но здесь тогда есть тот человек, который вас может своим опытом, может быть, и дельными советами, ну, настраивать на правильное видение той или иной ситуации. И значит, вы это более успешно решите. Ну, есть какое-то взаимодействие. Дружба буквально нам показана, и это каким-то образом проигрывается в финансах. Личная жизнь. Ну, вот какой-то хаос, путаницу вам точно нужно устранить. И нам по Луне ведь говорили, что тысячи еще неопределенностей. А по пятерке жезлов мы можем так вот переоценивать всех людей в нашем окружении, потому что не совсем надежные люди по пятерке жезлов. И это те люди, совсем не значит, что они какой-то там хитрый план против нас задумали. Нет, это человек такой. Он сегодня думает одно утром, к примеру, а потом у него меняется ситуация, или для него что-то более интересненькое появляется, и он о данных обещаниях моментом может забыть. Иными словами, те, которые нам обещают, мы на них надеемся, они свои слова не держат. Вот поэтому такой может быть у вас ракурс на то, чтобы определить, кто со мной, а с кем мне уже точно не по пути. Но и это какая-то разрозненная информация. Может быть, вы по части личной жизни тоже себе тут какие-то наметки имеете, а вот правильно работать с информацией и по Луне ведь, правда, тут могут быть какие-то фейки, тысячи неопределенностей, и, может быть, для того, чтобы что-то осуществить. У кого-то это как встретиться с человеком, или вместе куда-то отправиться, или на будущее вы уже хотите свои отношения оформить, и каким образом это сделать, тоже вы будете что-то обсуждать. Или пусть это вообще касается вашего бизнеса, творчества, и вы, опять же, углубляетесь в свой проект и ищете информацию, то тогда карта будет говорить: работай с этой информацией грамотно, перепроверяй, потому что, с одной стороны, здесь будет много чего-то спорного, это так. И личная жизнь, пусть на личную жизнь вам выпала эта карта, но это не всегда про любовь. Это ваше личное желание, что вы хотите осуществить. И вот на пути ваших желаний вот такой информационный хаос может встретиться, поэтому мы не торопимся в чем-то участвовать. Мы буквально доверяем, но проверяем. Ну и где-то карта Луна об этом тоже говорит. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.